Эта тачка сегодняшняя, она самой богатой истории. Машина не держится на дороге, ее уносит направо очень сильно. И драмой. Итак, ребят, дождались наконец-таки этот выпуск, которого ждали очень много людей. Все мне писали, звонили, говорили, когда следующий выпуск. И, в общем, вот он наступил. Не буду вас томить. Просто давайте по традиции начнем с цитаты нашей любимой книги Джейсона Стэтхэма. Поэтому называйте, пожалуйста, дорогой оператор, страницу. 155. 155. Пацаны, запомните. Вы не грузовик, чтобы все вывозить. Выпуск будет интересным, и это самый дорогой выпуск на моем канале, поэтому ставьте чай, кофе, пельмени и погнали. Итак, ребят, 2007 год. Я вот такого роста. Сижу в зале кинотеатра большими буквами Universal Pictures. Представляет Трансформаторы. Этот фильм просто взорвал мозг любого тинейджера в то время. И я был не исключение. И не надо врать, что вам не запало в душу ваше сердечко. Вот эта сцена с машиной, с красивой Меган Фокс и Камаро. И после этого фильма это просто моя жизнь была иная. И никогда в жизни себе не мог представить, что когда-нибудь я вот такой вот смогу ездить на такой тачке. Здорово, ребята, что, поехали забирать на моем новом Форде свой новый проект Camaro SS с 0 до 100 за 4 секунды. Сейчас поедем ее забирать. Приехали, ребят, все, осталось 15 минут, но загвоздка в том, что у нас будет в 3:30, почти на час опаздываю. Еле-еле дали, ребят, мы были на час, опоздали, они разрешают только 30 минут. Точила едет, сзади она, вот она, красавица едет. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Приехали в Ломан, оставили здесь машину. Блин, походу, да, и фару надо менять. Сейчас проверим, все ли тут стоит. Вроде все укреплено. Здесь точно что-то с ходовкой. Не так ж плохо? Не так ж плохо? Да, ебать его в рот. Здесь еще и оружие продается, смотрите. Че возьмем? Смотри, в кого стрелять будем. Где эти божьи твари, а? Так, значит нам... Что ты говорил, страпы нам? Нет, самое интересное, мы уже взяли все, но я потом вспомнил, что надо снимать. И я говорю, давай, короче, все обратно ставим, чтобы, чтобы был такой контент. Давай все заново. Давай по новой, Миша, все хуйня. Так,
Страпа, ты говорил, вот этот подойдет? Ага. Зеленый в самый раз. Главное, чтобы так нашу машину не украли там. Но я вижу, она там вроде стоит. Профессионал своего дела, ёпта. Я про себя снимаю четко. Я снимаю нахуй! Ну, посмотрим, что скажет Хосе. Really, you pay 10,000 for this one? No, I pay more. 11 No, after fee, right? after fee. I did a muffler have problem. Muffler is a problem? Yeah, you smell? You're not supposed to like that. Yeah. I checked the engine looks good. No oil leaks, nothing. No, maybe the problem is down. A muffler. Yeah, because you see the damage was on that side and the wheel, you see the wheel is like this. Anyway, you need to paint this bumper. Uh-huh. Ooh, mama. Why? You see, I put my favorite kind of mamacita. Show me. Вот он, что он смотрит. Вместо того, чтобы работать. Ребят, смотрите. Whatever, you don't have problem. Let me check if the top is working. The what? The top. Звук нормальный. Так, как его теперь открыть? Наверное, надо закрыть дверь. Так, сейчас посмотрим. Конечно, вот это надо тоже менять, что-то за скотчем. Скотчем приклеено. Как она открывается-то? Застрял, что ли? I hold it. А, девчонка за рулем. it's supposed to be something you pull it, but it doesn't have it. No, right? No. I don't see anything. 1 week later. Ребят, пожалуйста, наш Camaro. What happened to bumper? Wait, sure. You see over here? It's got like a little piece like this, right? For the holder over here. And this bottom piece. This one you don't have nothing, you see. It's plain. You cut it up. So how we want to make on this piece? You see? You sure? Вот она, ребят. Before, yeah, I got it before. Так, ребят, по цифрам. Выигрышная ставка была 10200. Аукционные сборы и дилерские сборы 1438 долларов. По запчастям у нас 4143. На саму работу 4950. Почему так дорого? А вы узнаете в конце выпуска. Ля ты крыса, а! Знаете, почему я такой счастливый? У меня наконец-таки новая камера, ребят. GoPro-шку можно выкинуть, потому что из-за нее у меня постоянно все кадры такие. А на этой есть встроенный стабилизатор. Охуенный зум. Снимает 4K. В общем, вообще офигенная вещь. Вот сейчас я вам покажу. Мне где-то здесь было зеркальце. Вот так вот она выглядит. А? Супер, да? Сейчас пойдем посмотрим, что там. I have new camera. А? Ребят, смотрите. Красятся мои диски.
No, it can be better, but I tell you, 2 days sender. Really? Take care of the plus. Короче, говорит, что могло быть лучше, но видно по ним там еще этих дисков, потому что смотрите, какой фокус. Фокус какой четкий, смотрите, автофокус. Охрененный зум. Покрасили диски. Морда у нее серьезная. И задумывались, почему именно владельцы Camaro, Мустанги, Чарджеры, именно они больше всего мелькают в сводках ДТП. Во-первых, Чарджеры. Кто на чарджерах обычно? Целевая аудитория. целевая аудитория. А давай спросим искусственный интеллект. Вот просто вот давайте напишем. Просто среднестатистический хозяин Dodge Charger или Camaro SS. На самом деле это просто самые доступные тачки с огромным движком V8. Это человек, у которого кредитная история очень плохая. И вот вы берете вот очень плохую кредитную историю и берете вот это вот V8. Берете вот эти 800 лошадиных сил на задний привод. Вот это берете и соединяете. Да, и когда вы это соединяете вместе... Кстати, на себе тоже вот мы испытали, я испытал, ты испытал. Когда садишься в эту тачку и просто ее заводишь, и такой думаю, ладно, сейчас вот съезжу-ка я за хлебом. Но нереально просто не дать под жопу ей. Да, нереально, хочется реально вот какой-то тварью стать и вот просто вот так вот. Вот у мустангов, например, вообще у них, знаешь, что у них с завода есть такая функция, как автоприцел в толпу. Знал? Нет. Ребят, еще раз посмотрим на наш Camaro. Сегодня должен прийти механик мой и посмотреть, почему мы не можем закрыть конченую крышу. Теперь мы не можем закрыть. Не можем закрыть крышу. Хотим закрыть крышу, а там пишется, что типа закройте и откройте окно водительское. Все смеялись, я сам честно не верил, что просто из-за какого-то коврика, который прицепляешь назад, крыша начнет работать. Из-за этой штуки, которой у меня не было, у меня не работает крыша. И все. Сейчас он должен работать. Я не знаю, я надеюсь, он будет сейчас работать, но что-то мне в это не верится. Ребят, сработало. Все из-за этого коврика. Крыша заработала, я был рад. Она открылась полностью, но закрыть мы ее не можем. На дашборде говорит просто открой и закрой это окно. Окно не работает. Проверили все предохранители, с ними все в порядке. Поэтому я не знаю, что еще может быть. Красотень, ребят. Но выглядит она, конечно, дерзко. Колесо, как вы видите, немножко кривовато стоит, потому что удар был именно в эту сторону. Мы уже посмотрели, в чем проблема. Там надо поменять пару контрол-армов, и все будет чики-пуки. В общем, проблема, ребят, в том, что он уже ее давно сделал, и ему надо ее подвинуть, он боится ее поцарапать или не хочет вести ответственность, потому что машин много, они туда-сюда их передвигают, и она может просто поцарапать. Поэтому он не хочет, чтобы это случилось, говорит, забирай. А я не могу, потому что там колесо чуть ли не задевает задний бампер, и плюс не закрывается эта ебучая крыша. Сейчас проверим. Мой трактор завелся.
чуть-чуть, прям буквально 5 миллиметров остается. Ah, you like it, huh? I know you like it. Buy it. No, no, doesn't touch. Ну страхово, потому что машина не держится на дороге, ее уносит направо, очень сильно причем. Это я сейчас еду прямо еще, если держать руль вот так крепко, да, она держится. А сейчас я буду поворачивать, я не знаю как. Чтобы вы понимали, у меня заднее колесо, оно не ровно, оно вот так стоит. Опять я доехал наконец-таки. Приехали посмотреть Камару. Позвонил мне мой механик, сказал готово, только он не может ее закрыть. Open then close drive window. Say open and close. Проблема в том, что она закрывается только при подключении компьютера с его сканером. Она только закрывается при помощи его сканера. Вот. А так, как она должна работать, она не закрывается и не открывается. Поэтому надо будет посмотреть, поютубить, как говорится. Видите, она сейчас закрывается, когда он использует свой компьютер. У меня есть знакомый, который работает в этом дилерской. Спросим у него, может он знает. Машина почти готова, надо будет купить накол сюда, и все, она будет уже готова. Ребят, мою Камару кто-то поцарапал, скорее всего, пацаны, которые работают у моего механиков. It looks like it's just scratched, because if it's something hit it, you will see a scratch or something. What happened? What he's telling? Don't listen to him, just do your job. Oh, you pay him? Mira, chino. ¿Qué pasó? Здесь была, ребят, царапина. Вот здесь была большая царапина. И вот после всех этих ремонтов бесконечных, то крыша сломалась, то там у меня подвеска, то у меня там мотор перегревался. И вот она наконец-таки готова. Теперь можно на ней ездить, дрифтовать и просто кайфовать, получать эстетическое удовольствие. Вчера ночью у меня спиздил мой Камару, который должен был здесь стоять. Я уже позвал полицию, он сейчас должен приехать. Сейчас оформить репорт, все как положено. Но мне кажется, уже ее разобрали по запчастям, или разбирают и распродают. Вот такие вот классные новости с утра. Субботнее утро. Первый раз, если честно, такое. Я даже сказать, что я подавлен, ничего не сказать.